Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Сегодня я подготовила небольшую подборку новостей, заслуживающих, по моему мнению, внимания. Заглянем в зубы, рассмотрим колени, поезда и щедрые подарки тем, кому не понравилось в Швеции и Финляндии. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с хорошей новости. В журнале Nature Communication опубликовано исследование, которое обещает революционный прорыв в стоматологии. Ученые из Ноттингемского университета разработали новый белковый гель для восстановления деминерализованной или разрушенной эмали, укрепления здоровой эмали и предотвращения кариеса. То, что раньше считалось абсолютно невозможным, благодаря этой инновации может стать в будущем частью обычной стоматологической практики. Исследователи создали биомиметический гель, который не содержит фтора, а основан на белках, имитирующих природные белки, которые направляют рост зубной эмали во младенчестве. Гель наносится на поверхность зуба. Активное вещество проникает в микротрещины и поры эмали. Формируется тонкий прочный слой, который из слюны собирает ионы кальция и фосфата, которые через минерализацию образуют новый слой эмали, и он срастается с существующей тканью зуба. Руководитель исследовательской группы, ученый Абшар Хасан, в пресс-релизе поясняет, что гель восстанавливает структуру и свойства эмали, близкие к исходным. Он говорит: мы протестировали механические свойства этих регенерированных тканей в условиях, имитирующих реальные жизненные ситуации, такие как чистка зубов, жевание и воздействие кислой пищи, и обнаружили, что регенерированная эмаль ведет себя точно так же, как здоровая эмаль. На фото слева зуб до лечения, и справа тот же зуб через 2 недели после обработки гелем. Кроме восстановления изношенной эмали, гель сможет защищать обнаженный дентин, снижать чувствительность зубов и улучшать сцепление пломбировочных материалов с поверхностью зуба. Если все пойдет по плану, то гель запустят в производство уже в будущем году. Звучит фантастикой, но все-таки. А вдруг британские ученые не шутят? Тогда в недалеком будущем мы сможем сказать: прощай, кариес, здравствуй, белоснежная улыбка в любом возрасте. Вторая новость тоже звучит как фантастика, но это уже реальность. Сегодня мы заглянем в будущее. Речь идет о новом китайском проекте. Забудьте о привычных Сапсанах, Аве и Eurostar. Китайцы провели испытание поезда T-Flight, или высокоскоростной летун с магнитной левитацией, который быстрее самолета. Китайцы поженили 2 передовые технологии. Во-первых, поезд на магнитной подушке парит над рельсами, устраняя трение. Нет трения, нет сопротивления. Поезд идет как по маслу. Во-вторых, его поместили в туннель с низким вакуумом. Если убрать воздух, исчезает главное препятствие на пути к сверхскоростям. Именно благодаря этому принципу движения в частичном вакууме состав может развивать фантастическую скорость. Никакого трения, никакого стука колес, только плавное скольжение в трубе с пониженным давлением. На 2-километровом испытательном треке T-Flight уже установил мировой рекорд для подобных систем, разогнавшись до 623 км в час. Это фантастика, но это лишь разминка. Китайцы планируют расширить трек до 60 км и достичь скорости 1000 км в час. Только подумайте, 1000 км в час – это скорость, с которой сейчас летает обычный пассажирский Airbus. Но и на этом китайские амбиции не заканчиваются. В дальних планах разработчиков вывести T-Flight на скорости 2000 км в час и даже 4000 км в час. Да, 4000 км в час. Это уже сфера действия гиперзвуковых самолетов и ракет. Это выглядит как фантастика или китайское технологическое доминирование. Пока Европа и США подкручивают обычные поезда до 300-350 км в час, Китай уже целится в скорость звука, а затем и в стратосферу транспорта. Во время испытаний специалисты подтвердили, что система безопасна и стабильна. Если соединить крупнейшие города Китая, Пекин и Шанхай, то вместо нынешних 6 часов дорога между ними займет с новым поездом всего 1,5 часа. Конечно, для такой скорости нужна инфраструктура безупречной точности. Туннель должен быть герметичен, а неровности пути не могут превышать долей миллиметра. По сути, каждый километр – это высокотехнологичный научный эксперимент.
И если проект T-Flight будет реализован, он навсегда изменит понятие близкого расстояния или далекого расстояния. Если такая технология когда-нибудь появится в других странах, мир буквально станет меньше. Представьте, никаких утомительных перелетов, очередей в аэропорту и задержек рейсов. Ты просто садишься в поезд, не успеваешь испить кофе, как пора выходить в другой стране. Если сделать расчет по прямой линии, без учета рельсовой сети, остановок, разворотов или рельефа, то путешествие на поезде из Таллина в Мадрид займет 3 с небольшим часа, а из Киева в Лондон 2,5 часа. Впечатляет, правда? Если все пойдет по плану, через несколько лет такие поезда могут полностью изменить глобальную транспортную карту. Путешествия станут не только быстрее, но и экологичнее, ведь магнитная левитация потребляет меньше энергии, чем самолеты или обычные поезда. Кто знает, может быть, уже наши дети будут ездить в отпуск на поездах со скоростью звука. А если повезет, то и мы с вами будем ездить в Таллин на поезде по подводному туннелю. Ах, мечты, мечты, где ваша сладость, где ты, ночная радость. В следующем сюжете вернемся от грез к реальности, поговорим о здравоохранении. Тема финансирования социального обеспечения и здравоохранения СОТы в Финляндии стала центральной в новостной повестке. Некоторые регионы благосостояния, hyvinvointialueet, находятся на грани финансового краха. По мнению экспертов, корень проблемы лежит не только в недостатке средств, но и в нереалистичных обещаниях, которые государство дает гражданам. Доцент кафедры экономики и здравоохранения Хельсинкского университета Паулис Торкки говорит: нет смысла давать завышенные обещания по услугам, поскольку количество медицинского персонала и денег определяет, что может быть реализовано. Должно ли государственное здравоохранение оплачивать, среди прочего, различные операции на коленях и плечах, определенные стоматологические операции или другие виды лечения, которые лишь немного, если вообще улучшают качество жизни? У нас накопилось большое количество видов лечения, которые необходимо обсудить на предмет их предоставления за счет государственного финансирования. Главный вопрос – что оплачивать? Жизненно важное лечение или то, что просто улучшает комфорт? Финское законодательство не дает четких правил, кого лечить в первую очередь. В итоге существует скрытая приоритизация. Кто громче требует, тот и получает лечение. А тот, кто не умеет жаловаться или не знает, как это сделать, может ждать очереди бесконечно. Ресурсы уходят туда, где сильнее лобби, например, на рак или педиатрию, тогда как психическое здоровье и лечение зависимостей остаются в тени. Система медобслуживания труда Työterveyshuolto делает финское общество не таким уж равным. У кого есть стабильная работа, тот получает медпомощь больше и быстрее. Безработные пенсионеры на заднем плане. Это вызывает вопросы и у самих финнов, и у международных наблюдателей. Правительство Петтери Орпо готовит закон, который должен установить четкие принципы, какие услуги оплачиваются государством, а какие нет. Если правила будут закреплены в законе, то чиновники смогут принимать непопулярные решения, например, сокращать малополезные процедуры, без страха судебных рисков. Такой подход, говорят власти, уже работает в Германии, Швеции и Японии. Большинство финнов даже не знает, какие услуги им действительно доступны. Почему лазерная коррекция зрения – это только за свой счет, а, скажем, операция на плечи за государственный? Ответ прост. Исторически решало не здравомыслие, а сила лобби. Кто громче требовал, тот и получал место в списке госуслуг. Торкки напоминает, Конституция не запрещает приоритизацию, просто ее никто не хочет сформулировать. Средств никогда не будет достаточно. Всегда будет давление лечить больше, быстрее и лучше. Получается, даже в самой счастливой стране мира действует старый принцип. Кто съел, тот и съел. Выживает горластый. Что же законодатели предлагают исключить из списка медуслуг? Об этом в следующем сюжете. Итак, какие же именно услуги могут исчезнуть из списка оплачиваемых государством? Соцздрав Финляндии предлагает новый закон, который должен четко определить, какие медицинские и социальные услуги действительно жизненно необходимы, а какие нужно исключить из государственного финансирования. Законопроект уже отправлен на обсуждение, и если все пойдет по плану, закон вступит в силу в 2027 году.
Почему вообще понадобилось что-то менять? По оценкам экспертов, ежегодно сотни миллионов евро уходят на малоэффективные процедуры. Те, что приносят минимальную пользу или вовсе не влияют на здоровье. В пример приводят МРТ-сканирование всего тела у здоровых людей. Звучит солидно, стоит дорого, а пользы – ноль. Находят какие-нибудь мелочи и начинаются дополнительные проверки, которые нагружают и без того перегруженные госбольницы. Министерство подчеркивает: любой каприз за ваши деньги. Пусть частные клиники делают все, что угодно, но в государственном секторе приоритеты должны быть четкими. В основу реформы закладываются 4 принципа здравого смысла. Лечить нужно то, что действительно требует лечения, риски не должны превышать пользу, эффективность только доказанная, а не по ощущениям, и цена соразмерна результату. Кроме того, вводятся принципы равенства и уважения человеческого достоинства. Звучит красиво, но в реальности многие пациенты до этого равенства могут просто не дожить, если очередь растянется на месяцы. Министерство обещает, что новый закон поможет сдержать расходы и сделать систему честнее. Правда, само же и уточняет, эффект, если и будет, то только в долгосрочной перспективе. То есть, если сказать прямо, улучшений ждать не стоит, по крайней мере, в ближайшие годы. Реформа, как обычно, начнется с обсуждений, потом с бумажных принципов, а пока пациенты будут лечиться по старой системе. Кто громче требует, того и лечат. Формально движение к эффективности, фактически к экономии. Но и не обойдем вниманием любимую рубрику «Понаехали». Пока в Испании готовятся легализовать очередные 600 тысяч нелегалов, Швеция повышает подъемные тем, кому не понравилась Швеция. С 1 января 2026 года государственная субсидия на добровольный отъезд из Швеции будет значительно увеличена. Цель – дать возможность большему числу иммигрантов, которые так и не смогли адаптироваться к жизни в Швеции, вернуться на родину в обмен на финансовую поддержку. Подъемные будут способствовать тому, что несостоявшиеся шведы смогут начать новую жизнь на своей родине. По данным правительства, в настоящее время значительное число жителей Швеции с видом на жительство испытывает трудности с обустройством в стране, а некоторые из них сами выражают желание вернуться на родину, если нормально приплатят. Увеличенная финансовая поддержка должна содействовать их отъезду. Размеры грантов на обратную репатриацию с 1 января 2026 года. Лица старше 18 лет получат 350 тысяч шведских крон. Лица моложе 18 лет – 25 тысяч крон. Супруги или сожители получат максимум 500 000 крон. На семью, домохозяйство максимально могут выплатить 600 тысяч крон. Сейчас размер поддержки составляет всего 10 тысяч шведских крон, около 900 евро для взрослого, и 5 тысяч крон, 400 евро для лиц младше 80 лет. А общий лимит составляет 40 тысяч крон, это около 3500 евро на семью. И ею воспользовалось сравнительно мало людей. Правительство Швеции надеется, что увеличение размера выходного пособия изменит ситуацию. В Финляндии тоже действует программа добровольного возвращения, но условия и суммы иные. Просители убежища получат до 5300 евро на человека. То есть большой семье возвращенцев предлагается вполне увесистая кубышка в подарок. Сколько человек воспользуется этим щедрым предложением, данных пока нет. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!